Бои в Курской области вошли в новую фазу, и русская армия начала фланговые атаки с целью окружить украинские войска на данном направлении. Это событие может изменить ситуацию на фронте в целом и положить конец позиционной войне в Украине. О том, что происходит под Курском и каковы перспективы в ближайшее время для каждой стороны конфликта, ты узнаешь в моем видео. Подписывайся на мой канал, а я начинаю. Итак, на Курском направлении российские войска перешли к контратакам украинских позиций. 10 сентября вооруженные силы России достигли определенных успехов по вытеснению украинских сил с позиций на нескольких участках фронта на Курском направлении. По некоторым данным, передовые группы российских штурмовиков продвинулись южнее населенного пункта Коренево, выбив украинцев из нескольких лесополос. Наблюдались успехи у русских и к востоку от населенного пункта Кульбаки. В частности, по предварительным данным, российским войскам удалось взять села Гордеевка, Внезапная, Викторовка, Бяхово и половину сел Апанасовка и Снагость. Украинские силы также были выбиты из села Краснооктябрьское, а множество украинских и западных аналитиков начали бить тревогу по этому поводу. Даже президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу передвижений российской армии. Он признал то, что у России действительно есть продвижение под Курском, и постарался всех успокоить, заявив, что у украинских войск все идет по плану. Однако много кто считает, что ситуация для украинцев под Курском хуже некуда. И эта ситуация стала следствием того, что российские части ударили по наиболее ослабленным участкам украинской обороны, что и вынудило украинцев быстро отступать, терять пленных, технику и различные склады. Это та самая фланговая атака России, о возможности которой я рассказывал в своем предыдущем видео о боях под Курском. Посмотри его, если не видел. Так вот, первый день фланговых атак русских украинскому командованию так и не удалось создать артиллерийский и противовоздушный кулак над курской группировкой войск, что вкупе с эффектом неожиданности и стало причиной быстрого продвижения русской армии. Если украинцам не удастся удержать свои позиции, то Россия может попытаться окружить всю группировку украинской армии под Курском, что станет масштабным поражением для украинского государства, которое позволит России занимать территорию Украины по левый берег реки Днепр. Атака русских уже приносит свои плоды для России, и несколько сотен украинских бойцов попали в плен. При этом растет и количество раненых в госпиталях и дезертирство солдат с передовой для украинской стороны. Некоторые даже считают, что россияне могут за сентябрь получить рекордное количество пленных. По прогнозам, где-то более 3 или 4 тысяч солдат вооруженных сил Украины могут попасть в плен при обвале фронта под Курском. Однако, действительно ли у украинцев настолько плохо на этом направлении? На удивление, ситуация для Украины не настолько плохая, потому что на Курском направлении украинским войскам через день удалось остановить наступление российских сил и даже контратаковать. На главном направлении российского удара украинцы смогли организовать устойчивую оборону в районе села Любимовка. Русским удалось зайти лишь в село Обуховка, а дальнейшее их продвижение, главной целью которой было село Любимовка, остановлено. Украинские силы организовали не только оборону, но и атаку в районе села Снагость. По факту, там идет встречное сражение с атаками с обеих сторон. Одновременно с этим командование украинцев дало команду батальонам территориальной обороны на границе с Сумской области ударить во фланг наступающей российской группировки в районе населенного пункта Медвежье, демонстрируя намерение зайти в тыл атакующим силам России на Курском направлении. Подобные действия украинцев вызвали опасения у российской армии, ведь дальнейшее продвижение для русских теперь становится рискованными. Русские генералы редко проявляют интерес рисковать своими солдатами на поле боя и больше любят проводить войну на истощение, а не грандиозные операции. Тем более, что в данной ситуации украинская армия получила возможность перегруппировать свои резервы и более оперативно отвечать на российские атаки. В случае подобного провала при огромных рисках одного из генералов России могут заставить уйти в отставку, а генералы русские уже десяток лет занимают свои должности и не собираются просто так уходить. Потому они и используют тактику войны на истощение с Украиной, потому что так безопаснее остаться на своей должности. Это все, конечно, не остановит атаку русских, что происходит сейчас, ведь приказ о зачистке Курской области от войск Украины подписал лично президент России Владимир Путин. Но боевые действия в Курской области вряд ли обретут масштаб массированного наступления, как раз из-за пассивности русских генералов. Создается вообще такое впечатление, что рано или поздно наступление русских войск остановится и превратится в очередные тяжелые позиционные бои на истощение. Ибо такая ситуация не новая и уже происходила под городом Волчанск, где российские войска предпринимали похожую попытку наступления. Да и Украина, как ты уже заметил, не собирается оставлять свои позиции под Курском ни под каким предлогом. Украина даже подтягивает туда новые войска, которые продолжают попытку прорыва с нового направления. Генштаб Украины уже как минимум 2 дня перебрасывает бронированные
группы и пехоту для захода во фланг атакующей в Курской области российской группировки. При помощи новой инженерной техники украинские подразделения не только удерживают позиции, а и начали преодолевать минные поля и зубы дракона, а за ними пускать танки и боевые бронемашины, начиная свою контратаку. Курская область важна одинаково для России и Украины. На эти бои каждая сторона конфликта сделала огромные ставки. В боях под Курском принимают участие даже иностранные наемники, большинство из которых являются гражданами Франции. На состояние 12 сентября 2024 года на Курском направлении украинские войска продолжают отбивать штурмы села Любимовка. Любимовка сегодня охвачена с запада, северо-запада и с юго-запада. У украинцев есть еще опора на населенные пункты Толстый Луг и Покровский. В последнем, кстати, идут активные боестолкновения, так как здесь образовался оборонительный рубеж украинских войск. В то же время севернее в селе Ольговка также продолжаются бои, где вооруженные силы России отражают попытки украинских сил вклиниться вглубь российской обороны в сторону Коренева, а украинские подразделения со стороны Сумской области вечером, ведя свежие силы по направлению к населенному пункту Глушково, из приграничного района продолжили свои удары с целью выйти в тыл атакующим подразделениям российской армии. Украинцы сумели потеснить российские силы в районе населенного пункта Новый Путь, и все эти боевые действия лишь подтверждают мою мысль о том, что бои за Курскую область могут растянуться на длительное время. Вероятно, вооруженные силы Украины будут проводить свою контратаку, если российские войска не смогут выполнить свою задачу. И главной целью этой контратаки, скорее всего, станет большая часть Глушковского района, которая отрезана от России рекой и которую будет не так уж и трудно удерживать. Этот маневр позволит украинской власти приобрести политическую победу и, возможно, даже заставить страны НАТО разрешить массово атаковать российскую территорию поставляемыми ракетами. Потому что главным инициатором боев под Курском является не Украина, как думают многие, а Западный блок. А главная цель атаки украинцев под Курской областью является попытка дестабилизации ситуации в России. И если под Курском Украина будет добиваться успехов, то она может провести несколько ракетных атак по городам России, что создаст беспорядки на территории России. В целом, западные страны и без операции в Курской области готовы повышать ставки в украинско-российском военном конфликте, разрешая Украине атаковать ракетами территорию России. Но об этом я расскажу в следующем видео. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!